Обычно проводники не очень-то и разговорчивые, и их можно понять. Нас, пассажиров, очень много, мы им надоедаем постоянными просьбами и шумом, ходим туда-сюда и вечно накурено в тамбуре. Но, когда на долгой остановке в Медвежьегорске увидели рыжего пса, высматривающего выходящих из вагона пассажиров, наша бортпроводница, стоявшая рядом, разговорилась. Ну нахал, ну наглец, да это же чуть ли не дрессированный пес, посмотрите, откормленный так, что похож на тумбочку, как в моей прихожей, смеется она. Всякий пассажир, выходя из поезда, так и норовит его покормить. Он еще не всякую еду кушать будет. И действительно, к собаке подходит пара ребят, кидают кусок булки с капустой, купленный тут же на перроне Медвежьегорска. Рыжий наглец повел носом, понюхал и снова сел у выхода, сделав несчастное выражение на морде. Может быть, колбасы перепадет. Пока мы стояли и ели мороженое, проводница рассказала, как у них в вагоне однажды ехал пассажир с собакой, и на длинной остановке, в Петрозаводске, она сорвалась за голубями, и хозяин уехал без нее. Как же хозяин бросил собаку? Возмутились мы и еще несколько невольных слушателей, таких же пассажиров, как и мы. «Да что там», — говорит женщина, бегал он, звал свою собаку, а поезд уже трогается. Надо или дальше ехать, или оставаться. А у него все вещи вкупе, не успел бы их даже собрать. «Да, непростая ситуация», — выдал парень с сигаретой. «Я даже не знаю, как бы я поступил на месте этого мужика. Но как же собака, она же член семьи, непонятно». А проводница продолжает рассказ. Так у него еще и командировка в Мурманске была, по работе, куда-то надо было лететь из города. Не мог он ее сорвать. Мучился потом, ходил по вагону, все кому-то названивал, но и на следующей остановке не сошел. Так и уехал в Мурманск, и больше ни сном, ни духом. «Мы же тут вахтовым методом работаем», — продолжает рассказчица, и как-то я с девчатами ехала из Мурманска в Москву. В Петрозаводске мы видели, как бегает по перрону пес, возле вагонов трется, будто-то ищет кого. Я его вспомнила по характерной окраске на спине, пара черных пятен на светлой шерсти. Исхудал немного, но выглядел нормально, видимо, не в луже на улице ночует. И жалко его, конечно, но и девать-то некуда, говорит она. Я бы, на месте хозяина, ежели некому кроме него, за псом ехать, после командировки вернулась бы. Да ну нафиг, не выдержал один из курильщиков. Это что за мужик такой, я не понимаю. Это же его собака. Он что, такой криворукий идиот, не мог ее на поводке удержать. И потом, ну убежала, можно же как-то найти, вернуться или попросить кого вещи в Мурманске взять из поезда. Нет, а если бы у него ребенок тут потерялся, он что, тоже бы уехал в Мурманск, потому что надо в командировку. Дальше много мата, и оба курильщика, кинув бычки на асфальт, пошли к бабкам, торгующим пивом и чипсами, ясное дело, не за газировкой и кефиром. Нам пора садиться в вагон, проводник всех зазывает. Едем дальше на север, за окном мелькают голые березки, и я все думаю, как же так круто переменилась судьба у той собаки. Вот если бы она с самого начала была без дома и не знала, как это жить в квартире, ей нормально было бы. А теперь ей надо как-то выживать. Впереди зима, в этих краях довольно суровая, сможет ли она продержаться?